Как вы думаете, сколько стоит вот эта вот кухня? 1,5 миллиона рублей? Миллион? 600 тысяч? Или всего 150 тысяч рублей? А что, если я вам скажу, что все варианты ответов правильные? Сейчас я вам покажу, как сделать кухню в 10 раз дешевле. Но для начала нам нужно хоть какую-то кухню посчитать, чтобы было от чего вообще отталкиваться. Итак, у нас есть задача сделать вот такую вот кухню себе домой. Она должна быть простая, угловая, максимально вместительная, и по цвету она должна быть похожа на цвет стен. Предварительно мы сделали чертеж этой кухни максимально подробный для конструкторов, для кухонщиков, чтобы было проще сравнивать. Этот чертеж мы взяли и отправили в несколько кухонных магазинов. И они посчитали мне цену. Одна сделала цену 1 200 000, вторая сделала 1,5 миллиона и третья 1 800 000. В общем, мы берем за основу среднюю цену в 1 500 000. 1 500 000 стоит вот эта вот кухня. Но единственное, что давайте разделим. У нас есть сама кухня и есть еще столешка и фартук. Давайте пока отделим столешку и фартук и возьмем цену просто за голую кухню, без столешки и фартука. Столешку и фартук эта компания насчитала на 300 тысяч рублей. Поэтому получилась там вся кухня 1 200 000. Мы сейчас будем удешевлять эту кухню, а в конце я покажу обзор своей кухни, вот как это выглядит в реальности. Первым делом мы уберем все не сильно нужные механизмы, потому что они стоят очень дорого. Просто когда вы приходите в мебельную компанию, менеджер хочет поставить туда все механизмы, ящики, доводчики, которые он мечтал поставить и продать тебе в кухню. Например, вот в кухне, которую нам посчитали, верхние шкафы с подъемными механизмами. Они не обязательны, они не сильно необходимы тебе на кухню. Они, может быть, чуть-чуть, совсем там на 5% улучшают твой жизненный опыт. Поэтому их сразу мы вычеркиваем из нашей кухни. Как вы думаете, сколько стоит просто убрать вот эти вот верхние механизмы, подъемные с этой кухни? 200 тысяч рублей. В итоге у нас кухня подешевела на 200 тысяч рублей, и она стоит 1 000 000 рублей. Но 1 000 000 рублей все равно довольно дорого, поэтому следующим этапом мы кардинально срежем цену. Итак, что мы можем сделать, чтобы кухня стала дешевле, да, и вообще не потеряла ничего во внешнем виде? Первое, что я сам сделал, фасады эмалированные поменял на ЛДСП. А есть только одна большая проблема. Во-первых, у нас в ТЗ нужно было фасады в цвет стен. Когда мы красим фасады, мы можем выбрать цвет любой, какой хочешь, замешал и покрасил. Если мы используем ЛДСП, это уже готовый пластик, нанесенный на плиту. У них уже есть цвета. Да выбрать прям наколеровать себе невозможно. Если цвет стен подходит под ЛДСП, это бинго, вам повезло. Если вы готовы уже делать кухню из ЛДСП, то проще покрасить стены в цвет ЛДСП. Вторая проблема у ЛДСП – это вот эта вот кромка. На торце у ЛДСП приклеена кромочка. Проблема в том, что у нее видно сам стык склейки, и еще и клей бывает видно. Поэтому это реально проблема. Если мы выбираем ЛДСП на фасады, то нужно понимать, что не каждая кухонная компания умеет делать крутую кромку на ЛДСП фасады. Потому что, никто не заточен на это. Все хотят ЛДСП дешманское, там, куда-нибудь в корпус и так далее. Крутой финишный материал из ЛДСП не всегда получается. Поэтому нужно компанию выбрать, которая умеет это делать. Собственно, как выбрать компанию, которая умеет делать фасад из ЛДСП похожим на окрашенную деталь? Заказать у них тестовую детальку, либо посмотреть у них в шоуруме, если у них в шоуруме есть фасад из ЛДСП. Третья проблема ЛДСП – это вот этот вот край, вот этот вот угол. Обычно приклеивают кромку 0,4 мм, она очень тонкая,
и там вообще практически невозможно завальцевать край. Либо 2 мм, это очень толстая кромка, и там прямо видно край. И только на миллиметровой кромке можно снять радиусную фаску 0,5 мм. Тогда получится прям вот настоящий край, как будто бы как украшенные детали. И если вы найдете кухонную компанию с хорошим кромочником и выберете правильный цвет, то этот фасад практически не отличается от краски. У ЛДСП столько проблем. Зачем, вы скажете мне, зачем ты, Миша, вообще нам это рассказываешь? Что мы будем это вот мучиться-то? Но кухня с фасадами из ЛДСП экономит вам 350 тысяч рублей. То есть кухня резко дешевеет с 1 миллиона до 650 тысяч рублей. Уже мы практически отполовинили кухню. Прикиньте, в 2 раза дешевле кухня стала. Мы убрали всего лишь ненужные механизмы и поменяли фасады. Следующим этапом мы срежем еще 200 тысяч рублей. Прикиньте, сейчас такими мазками пойдем, вообще в ноль уедет. Следующий этап. Мы делаем кухню не до потолка. Проблема в том, что у всех потолки, уже, если мы не берем какую-нибудь хрущевку, у всех потолки выше, чем 2,5 метра. 2500, 2600. Вот в этой вот пиковской квартире у меня потолок 2600. Но стандартная высота кухни 2,40. А вы скажете, какая разница? Там напилил чуть меньше, чуть больше. Проблема в том, что в кухонных компаниях уже разработаны стандартные чертежи под фурнитуру, под присадку, под раскрой самого материала, потому что у нас еще есть лист, который нужно раскроить. И если вы вдруг решили увеличить кухню на 10 сантиметров, вам нужно будет не просто 10 сантиметров, а вам нужно будет купить дополнительный лист материала, потому что он уже раскроен. Поэтому кухня со стандартной высотой и стандартными шкафами стоит сильно дешевле. На 200 тысяч рублей на целых. Представляете? Просто добавить 20 сантиметров сверху стоит 200 тысяч рублей. Итак, мы сэкономили 200 тысяч рублей, сделав кухню не до потолка. И она у нас стоит 450 тысяч рублей. То есть она выглядит точно так же, а у нас кухня стоит просто какие-то копейки. Но я сейчас покажу, как сэкономить еще больше денег. На следующем этапе мы немножко потеряем в визуале. То есть она визуально все-таки немножко уже изменится. Это тот этап, на котором придется мириться. Нравится этот вам визуал или нет? Это ручки. У нас в кухне сейчас установлен голопрофиль. Голопрофиль — это такая ручка, которая монтируется в корпус за фасадами. Такая черная, длинная такая вот линия. Очень красивая, супер удобная. Все у нее классно. Но проблема в том, что она довольно дорогая. Она стоит 100 тысяч рублей, вот эти вот небольшие полосочки. Понятно, что сам профиль, это просто алюминиевая такая палка, она стоит 10-20 тысяч, смотря сколько у вас там этих профилей. Проблема еще в том, что кухонные компании, они ставят голопрофиль не только вот сюда, но еще и вот сюда. А вот здесь, видите, стоит голопрофиль. Он тоже удорожает очень неплохо конструкцию. И проблема в том, что этот голопрофиль не просто прикручивают к фасаду, его встраивают в шкаф. То есть каждый шкаф нужно подпилить до четверти для него, чтобы его туда встроить. Вот здесь, например, сверху можно вообще их не делать. Можно просто опустить фасад на 2 сантиметра и все. И тебе никакой ни профиль, ни ручка, ничего не нужно. Ты просто берешь и хватаешь вот за эти 2 сантиметра с веса фасада и все. И ничего не нужно, никакие ручки вставлять вообще. Все бесплатно. На нашу конкретную кухню набежало 100 тысяч рублей за использование голопрофиля. Просто чтобы вы понимали, обычная ручка стоит 500 рублей. Если мы таких ручек наставим везде, будет 10, 20 тысяч максимум. А голопрофиль стоит 100 тысяч рублей. Единственное, что у нас немножко, конечно, меняется внешний вид. В итоге наша кухня стоит уже 350 тысяч рублей. Но сейчас я вам расскажу
как эту кухню сделать еще в 2 раза дешевле. Прикиньте, просто вот так в 2 раза дешевле. Так как мы уже стандартизировали нашу кухню, да, она уже у нас не до потолка, у нас нет никаких голопрофилей и так далее, она у нас из ЛДСП, мы можем обратиться в компанию, которая производит модульные кухни. Раньше была IKEA. У нее как раз модульные кухни. Ты просто приходишь туда, там есть шкаф 40, 60, 50 сантиметров. Все, других нету. Ни больше, ни меньше, ни шире, никуда нельзя двигаться. Но IKEA сейчас нет. Сейчас есть другие компании, которые производят модульные кухни. Например, компания Vivat. Они делают кухни Арине для квартир в подфлиппинг. Вы уже видели у нас? Кто не видел у нас на канале, посмотрите, как выглядят эти кухни и как выглядят интерьеры с этими кухнями. Они в этом плане красавчики. Кромка у них классная. Я прям реально кайфанул с нее. Вот посмотрите, например, вот это кромка фасада у Вивата. А вот кромка обычной компании, которая вообще не запаривается за фасады из ЛДСП. У нее острый край, у нее торчит клей. Ну и в целом это выглядит плохо. А у Вивата хорошо. Они реально запарили. Представьте, Виват для того, чтобы сделать белые фасады, использует белый клей. И тогда вообще стыка шва между кромкой и фасадом вообще не видно. Никакого клея не видно. Как вообще компании, которые производят модульные кухни, делают кухню в 2 раза дешевле? Ну, это же практически невозможно. Например, оптимизация раскроя. Все кухни у нас глубиной 60 сантиметров. То есть каждая боковина, она глубиной 60 сантиметров. А лист материала имеет длину 2800. Если мы просто отрежем несколько кусочков по 600 миллиметров, у нас получится 4 кусочка и 1 вот половинка останется. Ее половинку вот эту придется выкинуть. Да, это в отход ушло. Но если мы сделаем глубину не 600, а 550, что вы никогда не заметите. Потому что столешка все скроет. Просто у нас будет сам шкаф чуть-чуть короче. Если мы сделаем глубину шкафа 550 сантиметров, то в этот лист влезет уже 5 деталей. Прикиньте, мы просто только что получили одну детальку бесплатно. Вообще бесплатно, только потому что оптимизировали раскрой. Оптимизация у модульных кухонь происходит оптимизация во всем. Даже вот цветов, там не так много, там, по-моему, всего лишь 6 цветов у Вивата. Почему так происходит? Потому что в обычной компании, если ты вдруг заказал вот такой вот эгер, вот такой вот цвет, у этой компании обычно не хранится этот цвет. Им приходится заказывать доставку. Машина целая едет, везет тебе твои там эти 20 листов этого цвета, привозит, ставит на склад и из него делают. Например, я был на складе модульных кухонь Vivat. Из-за того, что у них всего 6 цветов, они могут закупить этого материала просто вот, каждого цвета, просто вот до потолка на склад. У них много этого материала. Во-первых, машина ездила всего 1 раз и привезла все до потолка. Во-вторых, они взяли огромными объемами, а не просто 20 листов. Поэтому у них, естественно, скидка от поставщика. И в-третьих, у тебя кухня производится быстрее, потому что у тебя материал прям на складе. Ты просто берешь, делаешь. Полностью один огромный склад обновляется полностью за месяц. Поэтому они оптимизировали все вот так вот по кругу, и поэтому они могут вам сделать кухню в 2 раза дешевле. Конечно, невозможно прийти к кухонщикам, которые производят кухни на заказ, и требовать у них эту цену. Они не смогут это сделать. Это невозможно. Такую цену могут сделать только компании с модульными кухнями. Вот к ним тогда и нужно идти, если вам нужна вот эта вот лакомая цена, но вы готовы мириться с какими-то визуальными проблемами. Представляете вообще, что происходит? Мы начали с кухни за 1,5 миллиона рублей и удешевили ее до 150 тысяч рублей. В 10 раз кухня стала дешевле. Но у нас еще осталась маленькая проблемка, да? Мы удешевили эту кухню, да? Но у нас еще остался фартук и столешница. Прикиньте, кухню вот вы купили за 150 тысяч рублей, а фартук и столешница у нас до сих пор еще стоит 300 тысяч рублей. Давайте разбираться, как сделать это дешевле.
Фартук и столешница. 170 тысяч рублей стоит фартук и 130 тысяч рублей стоит столешница. Они посчитаны у нас из искусственного камня, поэтому такие дорогие. Но вы скажете: Миша, нам вообще на фартук насрать. Какого хрена он такой дорогой? Да, он почему дороже, чем столешница? Мы вообще-то хотели дешевле. Проблема в том, что у нас используется один и тот же материал на фартуке и на столешнице. Это искусственный камень. И на фартуке у нас немножко больше материала, потому что кухня угловая, и у нас просто площади материала там больше. Поэтому вот этот вот фартук, он сильно дороже. Но, естественно, к фартуку у нас не так много претензий. И чтобы вот прям вот реально сэкономить на фартуке, можно убрать вот этот вот искусственный камень и сделать фартук из микроцемента. Многие там начинают использовать вот это вот стекло какое-то непонятное. Кто-то панели какие-то пластиковые использует, они тоже, у них стыки всякие есть, тоже какая-то херня. Самое лучшее для фартука — это стена из микроцемента. Единственное, кухонщики не умеют делать микроцемент. Никто из кухонщиков не предложит вам микроцемент. Это делают просто не кухонщики. До монтажа кухни вы приглашаете себе отделочника, который делает микроцемент. Он вот это вот намазывает на стены, и только потом ставится кухня. Микроцемент стоит самый дорогой, вообще вот, который вы найдете, он стоит, настенный микроцемент, 5000 рублей за квадрат. Сколько там квадратов? Ну там 20 тысяч рублей выйдет. 20 тысяч рублей против 170 искусственный камень. А выглядит микроцемент очень круто. На самом деле микроцемент можно сделать вообще самому. У нас вот, например, Арина делает это сама. У нас есть куча видео, как она это делает сама во своих вот этих вот флип-квартирах. Можете посмотреть. С фартуком разобрались. Много денег — искусственный камень. Мало денег — микроцемент. Дальше что делать со столешкой? Столешка, к ней претензий уже сильно больше. Во-первых, на ней стоит вода. Довольно часто столешница мокрая. На нее могут поставить что-то горячее. На ней постоянно что-нибудь режут, кидают, ставят и так далее. То есть к этому покрытию мы подходим более ответственно. И тут есть небольшая проблемка. Ничего дешевле и сильно похожего по характеристикам к искусственному камню нет. Он реально крутой по соотношению цена-качество. Поэтому даже IKEA продает столешницы из искусственного камня. Следующая по градации — это компакт-плита. Просто из пластика делают плиту и вот из нее делают столешницу. Но она стоит там, на 5-10 тысяч рублей дешевле, чем искусственный камень. Смысла вообще в этом никакого нет, поэтому даже рассматривать не будем. А следующая по градации уже сильно хуже. Это ЛДСП. Естественно, хуже, чем искусственный камень. Искусственный камень можно спаять друг с другом, там не будет краев никаких, не будет стыков и так далее. У ЛДСП появится стык. И еще ЛДСП делают всегда каким-то беспонтовым. У него вот этот вот край некрасивый, вот радиусный. Это отвратительно выглядит. Если уж и ставить ЛДСП столешницу, то только с квадратным краем, с обрезным, на который приклеена кромка вот так вот ровно под углом 90 градусов. Но я считаю, что самый крутой материал для столешницы — это мебельный щит. Цена-качество мебельного щита просто зашкаливает. Мебельный щит выглядит круто. Это натуральное дерево. Просто оно склеено из кусков, поэтому его там не сильно ведет. Оно хорошо себя показывает на влажных поверхностях. Это классный материал. Он стоит вообще копейки. 20-30 тысяч стоить будет столешка. Столько же, как и ЛДСП плита. Вот столько же будет. Есть у нас одна проблема, у нас практически никто из кухонщиков не делает столешницы из мебельного щита. Просто почему-то не делают. Я не понимаю, почему. В общем, столешница. Если денег много, опять используем искусственный камень, натуральный камень, что угодно. Если денег поменьше, мы используем ЛДСП или мебельный щит, смотря что вы можете себе найти.
Вообще, для того, чтобы выбрать себе поставщика кухни, нужно провести тендер. Но с тендером есть проблемка. Ты придешь в одну компанию, они тебе так посчитают, в другую компанию они тебе вот чуть другой ящик посчитают. И еще и они возьмут с тебя деньги за проектирование кухни. То есть тебе сначала ее там спроектировать, а потом только там тендерить в других местах. Поэтому я для вас подготовил чертеж моей кухни. Там указано все необходимое, из чего фасады, какие примыкания, какие там ящики используются, какая фурнитура используется. То есть вот это такой вот файлик. Вы просто берете этот файлик и отправляете в 10 разных кухонных компаний. И смотрите, какая цена вам больше нравится. Почему мы не отправляем конкретно вот вашу кухню, да? Потому что прямо сейчас вам нужно просто посчитать, за сколько они вообще делают эту кухню. И потом, когда уже вы выбрали компанию, вы просто приходите к ним уже и считаете конкретно свою кухню. Такой чертеж и файлик для тендера я оставлю у себя в телеграм-канале. Переходите, там ссылочка будет внизу в описании, и с помощью него можно будет провести вот такой мини-тендер. Итак, настало время посмотреть кухню, которую я сделал для своей квартиры под аренду. Я покажу вам, как она выглядит и что вот из этих вот пунктов по удешевлению я у себя в кухне применил. Это кухня с фасадами из ЛДСП. ЛДСП Эггер. Здесь у нас миллиметровая кромка, и у нее срезана вот такая вот закругленная фаска. Из-за того, что цвет у нас вот такой вот ярко-серый, не видно клея между кромкой и фасадом. И выглядит, это реально выглядит, как будто это крашеный фасад. Очень хорошо выглядит. Ну, прям просто ляля. Просто посмотрите, везде это очень хорошо выглядит. Если, конечно, сильно всматриваться, ну, вот так вот, там что-то, наверное, видно. Ну, вот, типа, с полуметра ничего не видно. Вот мы сделали вот такой вот гало-профиль. В чем прикол его? Посмотрите, здесь ручка вот эта вот, она встроена в сам шкаф, поэтому он дорогой. Потому что каждый шкаф встраивается прям вот эта вот металлическая здоровенная ручка внутрь. Еще мы сделали вот этот вот сверху у нас, это столешница из искусственного камня, и мы ее вот здесь вот подрезали под 45 градусов. Получилось, как будто бы у нас очень тонкая столешница, 12 миллиметров, но еще и очень удобно, у меня вот здесь руки хорошо влезают, потому что если вставить обычную высоту, столешка будет ниже, и руки будут прям вот впиваться в столешницу. Здесь прям супер удобно, реально. Вот ты вот заходишь, все, ничего не впивается, очень хорошо удобно. Здесь нету никаких механизмов вот в этих верхних шкафах, они просто открывающиеся, просто открываем, там что-то лежит. Здесь абсолютно точно не нужны никакие вот эти поднимающиеся шкафы, потому что ну, ты точно так же, как ты вверх поднимаешь, точно так же в бок открываешь, нет никаких проблем. Вставляется вот такая же ручка-профиль, и мы вот здесь просто рукой подходим и отодвигаем. Либо еще дешевле можно сделать сам фасад опустить на 2-3 сантиметра. И вообще не нужна будет никакая ручка-профиль. Ты просто за фасад дергаешь и уходишь. И еще прикол, если мы опустим на 2-3 сантиметра, мы тогда вообще не будем никогда видеть вот эту подсветку. Здесь мы вот не сделали, но в следующих, наверное, квартирках я сделаю, чтобы было опускалась она. Это дверь холодильника, у нее должна быть какая-то ручка. Если бы мы поставили сюда гало-профиль, как там, то он бы съел целых 5 сантиметров. Вот такое вот расстояние было бы под гало-профиль. Это мы бы отобрали 5 сантиметров на столешке. У нас столешка и так небольшая, поэтому мы ее не стали убирать. Поставили сюда обычную ручку. Это стоит, вот эта ручка стоит, ну, 500 рублей. Ну, вот эта длинная, может, 1000 стоит. И мы их соединили, верхний фасад, вот, и нижний фасад. Соединили вот так вот друг с другом в расстоянии там в 4 миллиметра. И выглядит издалека, как будто это одна здоровенная ручка. Выглядит красиво, хорошо, ну просто ля-ля. Еще у нас здесь стоит, вот это, кстати, новый смеситель, я вот все время показывал Амайкири Канта. У него вышла новая версия. У них теперь управление осуществляется одной пипкой, вот этой вот одной держалкой. Раньше была вот здесь еще держалка. Это у нас фильтрованная вода, а если так, это у нас обычная вода. Еще появилась вот такая кнопка здесь. И можно
это все-таки недорогой ремонт, и мы сюда поставили варочную поверхность и духовой шкаф какой-то вот весь гауф. Просто вообще вот, ну, просто зашли на Яндекс.Маркет, выбрали там с нормальными отзывами и все. Это какой-то Китай, непонятно. Сейчас же вообще ничего купить нельзя. Сейчас либо это стоит миллиард, либо нельзя купить. Это индукционная панель, она очень плохо греет. Она греет, если на ней поставить, там у нее от 1 до 10 градаций, если поставить на 5, она совсем не греет. Если поставить на 6, уже сразу вода выкипать начинает. И даже яичницу довольно сложно поджарить, потому что она вот как-то жарит очень странно. Если на 6 ставишь, она херачит на 10 и выключается. На 10 и выключается. И вот она, короче, очень странная. Не рекомендую. А вот это духовой шкаф, совмещенный со СВЧ, с микроволновкой. И он вообще оказался хорошим. За свои там деньги, сколько он стоит, где-то ссылка будет там на смету. Посмотрите, он, по-моему, в районе 30 тысяч стоит, и он очень хорошим оказался. Все работает, все печет, разогревает. Вообще беспроблемная штука оказалась. Эта кухня у нас спроектирована до потолка, и она вот прямо уходит туда, под теневой зазор, под потолок, красиво, прям, ну, с ума сойдешь. Но есть одна проблема. Во-первых, это нестандартные шкафы, да, они у нас до потолка идут. И во-вторых, тебе приходится подстраивать потолок под эту вот кухню. Это нестандартная история. То есть нам нужно было ждать потолок, пока не поставили эту кухню. И плюс у нас еще, когда открываются фасады, потолок натяжной. В некоторых местах, ну, здесь нет, а вот здесь вот, покажем. Вот здесь он начинает подшоркивать. Фартук и столешница — это у нас искусственный камень. Столешница получилась дешевле, чем фартук. Прикиньте, фартук дороже, чем столешка. При том, что, ну, фартук, ну, нет к нему больших претензий. Его не надо там ставить на что-то на него, резать на что-то на нем. То есть это, ну, просто фартук. Че он такой дорогой? А у него просто такой же, если материал выбирать, у него площадь больше. Просто из-за этого угла, из-за того, что у нас угловая кухня, у нас вот на этот вот кусок больше площадь, и он дороже на там 1050, наверное, там. Это искусственный камень, очень хорошая штука для кухни. И он, если ты его поцарапал, легко его восстановить, его запаивать можно и так далее. Но он очень дорогой. На этой квартире у меня не было времени делать фартук дешевле. Ну, мне просто некогда было. Но его можно сделать дешевле. Эмулируем ситуацию из жизни. Нам пришла доставка из Яндекс.Лавки. Да, вот пакет. Пакет стоял на полу, он грязный. Мы ставим его на грязную часть кухни, вот сюда. Разгружаем все из пакета. Разгрузили все из пакета. Пакетик выкинули. Дальше начинаем готовить, да? Достаем отсюда яйца, делаем яичницу. Опять, эта коробка, она грязная, она непонятно где лежала. Мы ее ставим опять на грязную площадь кухни, она до мойки. То же самое там, фрукты, овощи, что угодно, мы их сюда достали, открыли, помыли. Сюда мы уже кладем чистенькие фрукты, овощи, там, яйца, что угодно, что вы там, мясо, не знаю, все что угодно. Это уже чистая часть кухни. И здесь мы как раз готовим. Здесь мы разложили, тут мы нарезали, нашинковали, открываем. Оп, а нас уже ждут всякие кастрюли, да, они тут. Начинаем варить, сварили, и дальше у нас есть вот эта вот плоскость. Она нужна для сервировки. Мы сюда кладем, потому что здесь может быть уже грязно, тут что-то резали, какая-нибудь мука была или еще что-то. А вот здесь можно сервировать. Здесь чисто, здесь там напшикал, и готовое блюдо отдаем. Это вот правильный кухонный рабочий треугольник, когда у тебя угловая кухня, холодильник с этой стороны. Так вот мы пошли, как конвейер, да, у нас такое производство еды, у нас здесь как конвейер идет по конвейеру, по столешнице. И еще очень важно, кстати, вот эти выдвижные ящики, они же куда-то выдвигаться должны. То есть если бы у нас, например, вот здесь стояла раковина, это было бы неудобно. То есть надо, ну,
получается, надо тянуться. Поэтому у нас раковина вот здесь стоит. Ты стоишь, моешь спокойно и складываешь сюда. Другая история. У тебя есть вот грязная посуда. Она лежит в раковине. Ты открываешь, тебе ничего не мешает, ноге, загружаешь, закрываешь. Потом у тебя все это помылось. Ты это берешь, достаешь, вот так открываешь. Тыщ, везде разложил. Удобно, ничего никому не мешает. Обязательно разнесли. Ну и самое важное, мы здесь обязательно, конечно, делали, чтобы у нас была большая рабочая плоскость. Причем она должна быть большая между раковиной и варочной поверхностью. Иначе, если бы мы сделали, например, очень просится у многих сделать эту раковину вот здесь в угол. Это вообще, я прям везде постоянно это вижу, в угол постоянно ставят, и у тебя, естественно, будет маленькая рабочая поверхность вот здесь. Тебе, значит, вот здесь надо порезать и тут жарить. Поверхность-то маленькая, здесь уже неудобно, потому что тебе это вот все таскать надо. И еще очень важно, когда у нас такая кухня угловая, не забывать ставить вот эти вот пеналы высокие. Эти высокие пеналы закрывают столешницу. То есть сюда уже грязь никуда не уйдет. И здесь тоже никуда не уйдет. Потому что дальше у нас уже пошла диванная зона. У нас прям дальше диван. Если бы не было этого пенала, у нас как бы с дивана видно было бы всю грязь. И она еще валиться может туда, потому что у тебя все-таки места мало. Обязательно один пенал с одной стороны, другой пенал с другой стороны. И так вот сформировалась у нас правильная кухня минимального размера. В общем, мы разобрались со всем, да? Мы опустили цену с 1,5 миллиона рублей до 150 тысяч рублей. Мы разобрались со столешками и с фартуками. Но я сейчас, мне кажется, пока я записываю это видео, и мы его монтируем, цены еще взлетят наверх, поэтому это все действительно прям вот на момент съемок. Надеюсь, я вам помог, и кто-то больше начал понимать вообще, что реально удешевляет или удорожает кухню. Я сам, на самом деле, когда вот это видео, сюжет этого видео писал, структурировал для себя и начал больше понимать, что действительно стоит делать, а что нет. Поэтому моя кухня стоит 600-700, и я где-то остановился на серединке этого видео. Дальше я уже не захотел удешевлять. А вы выбирайте свой способ сами, выбирайте, что вам по душе, делайте свою кухню сами и кайфуйте от нее. Все, пока-пока. Know there's only one me.